Угроза жизни президента и план по покушению. Спецслужбы экстренно подняты по тревоге. Кто решил направить дуло в сторону главы государства? Удар по аэродромам, охота на F-16, Москва целится по истребителям Украины. Катастрофа и развал обороны под ужасающую тишину. Обстановка на фронте. ВСУ заявляют о новом выводе части войск, прорыв в тыл и высадка десанта. В России заговорили о победе, решения Зеленского. Запад потрясен богатством украинских коррупционеров. Чемоданы с наличкой и золотой унитаз. На Банковой назвали коррупцию неотъемлемой частью современной экономики. Детали. Золотые годы для похоронного бизнеса. Сколько готовы платить за информацию о смерти? Французская пресса пишет о заработке на войне. Беременна 9. Уникальный случай в медицине и самое грязное место в доме. Где? Обсудим. Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Как всегда, жду ваших комментариев и ответов на мои вопросы. Пожалуйста, поддержите прямо сейчас лайком, поделитесь видео на своих страницах в соцсетях. Время начать. Поляки не станут российской колонией, а Украина станет членом ЕС лишь в начале следующего десятилетия, несмотря на то, что Венгрия против. В этом уверен глава МИД Польши Сикорский. В эфире известного британского подкаста «The Rest is Politics» он заявил, что главное препятствие для евроинтеграции Украины не Орбан, а коррупционные скандалы, в которых погряз Киев. По мнению Сикорского, война в Украине должна закончиться в ближайшие годы, ведь Россия может не выдержать еще 3 лет войны при поддержке Запада. Однако, если выдержит и Украина падет, то Польша будет следующей, заявил Сикорский. При этом поляки готовы есть траву, чтобы не оказаться под влиянием Москвы. Сикорский объяснил свои слова. И такое уже случалось раньше. Именно поэтому мы в течение 20 лет стабильно тратим 2% ВВП на оборону. А теперь мы тратим 4,7% ВВП. И общество относится к этому спокойно. Они понимают это и принимают. Забавно, когда мой коллега, министр финансов, приезжает на свои встречи, его зарубежные коллеги спрашивают: «Как вам удается иметь такой огромный оборонный бюджет?» А он отвечает: «Меня бы просто растерзали, если бы я этого не сделал. Мы будем есть траву, но не станем снова российской колонией». Время на стороне Путина, а Зеленский потерял независимость Украины. Об этом в очередной раз заявил премьер Венгрии Орбан. Он подчеркнул, Украина существует только потому, что этого хочет Запад, который спонсирует войну против России. Если поддержка извне прекратится, считает Орбан, для Украины будет беда. Орбан считает, что чем дольше длится война, тем больше украинских земель перейдет России. Далее цитата. «Было бы хорошо заключить мир до того, как Путин захватит территории ценой ужасных потерь в живой силе», сказал премьер Венгрии. Будапешт считает, что на Путина и на Зеленского должны оказать давление внешние силы. Так что сегодня я могу абсолютно точно сказать: по разным причинам стороны, противостоящие друг другу, сейчас не хотят заключать мир. Что из этого следует? Нужно попытаться побудить великие державы, которые заинтересованы в мире, оказать внешнее влияние, чтобы не сказать давление, и заставить их пойти на мир. В случае Украины это легче, потому что Украина перестала быть суверенной страной. Напомню, речь Орбана прозвучала в рамках его антивоенного турне по Венгрии. Как пишут СМИ, Орбан активно готовится к парламентским выборам, которые пройдут в стране весной 2026 года. Критика европейской поддержки Украины – один из главных козырей его предвыборной кампании. Похоронный бизнес в Украине на фоне войны процветает, и он прошит взяточничеством. Об этом пишет Le Monde. Журналисты издания связались с ведущими похоронными агентствами страны, которые на условиях анонимности рассказали, как охотятся за телами погибших гражданских украинцев. Заинтересованности в похоронах военных нет, поскольку все ритуальные услуги для них оплачивают местные власти, рассказали в одном из похоронных бюро. Главное – оказаться первым на месте трагедии, говорят работники рынка ритуальных услуг, чтобы сразу предложить родственникам так называемую помощь. Далее цитата. «Чтобы быть первыми, у нас есть неофициальные соглашения с полицией, больницами и моргами, которые предупреждают нас в приоритетном порядке о смерти человека в обмен на денежное вознаграждение». Суммы, выплачиваемые информатором похоронных компаний, зависят от их профиля. Один работник скорой помощи в Одессе, который осуждает такие методы и говорит на условиях анонимности, сообщил Le Monde, что за каждую смерть платят от 70 до 120 долларов. Ранее сотрудники его службы индивидуально информировали компании. Теперь же все обязаны передавать информацию в штаб своей фирмы, который сам связывается с похоронной компанией за вознаграждение.
В Ивано-Франковской области, это запад Украины, в лесу нашли тело недавно мобилизованного мужчины. Покойный, как утверждается, житель поселка Перегинское Олег Скрипка, написала в соцсети его знакомая Наталья Марко. По ее словам, ТЦК мобилизовал мужчину 8 ноября, после чего он перестал выходить на связь. Семья самостоятельно занималась поисками пропавшего без вести. 11 ноября девушка сама поехала в военкомат, но оказалось, что мобилизованного там нет. Его выпустили, как утверждает девушка, со слов военных, из-за того, что он дебоширил. Почему Долинский ТЦК забрал мужчину из Перегинского, а отпустил неадекватного, дезориентированного во времени и пространстве в долине? Почему не позвонили в 103 или родственникам? Вместо этого они просто отпустили его и решили поставить как самовольное оставление части, чтобы снять с себя ответственность. Хотя были обязаны отпустить военнослужащего на 14 дней на больничный, если того требовал человек, и лишь тогда, если он не вернется на место службы, ставить на самовольное оставление части. В военкомате со ссылкой на полицию пишут, что смерть не связана с криминалом, а мужчина, который прошел ВВК, был годен для службы, бежал из воинской части. Сейчас устанавливаются точные причины смерти. В тот же день данные об этом случае были переданы военной службе правопорядка, после чего начались поисковые действия. А уже 14 ноября 2025 года правоохранители сообщили, что в лесу на Рожнятовщине найдено тело мужчины. Запад потрясен богатством украинских коррупционеров. Чемоданы с наличкой и золотой унитаз. С таким заголовком вышла статья Financial Times. Авторы материала пишут, что обыски правоохранителей прошли в роскошных киевских квартирах, одна из которых оборудована золотым унитазом. Речь, вероятно, идет, как утверждают СМИ, о квартире соратника Зеленского Тимура Миндича. Сам скандал, подводит итоги западная пресса, стал крупнейшим за все время президентства Зеленского и дестабилизирующим фактором для правительства в критический момент войны. Откаты при строительстве защитных сооружений для электростанций от российских ракетных ударов – это суть этого скандала. Financial Times со ссылкой на украинских аналитиков и политиков пишут о том, что они ожидают дальнейших разоблачений, которые могут нанести новый удар по ближайшим союзникам Зеленского. В материале также напоминают, что партия Порошенко, Европейская солидарность, уже требует отставки правительства, в то время как партия Зеленского, Слуга народа, такого требования не выдвигает, делая акцент на том, что идет война. Болезненно воспринимает коррупционный скандал и украинское общество, уточняет издание. Преодоление кризиса особенно опасно для украинского гражданского общества и оппозиции. Обе стороны в целом воздерживаются от критики Зеленского с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году и согласны, что проведение выборов во время войны невозможно. Накануне в центре Киева все-таки состоялся Майдан против коррупции во власти. Он был немногочисленным, пишут украинские издания. Некоторые из участников требовали импичмента и отставки Зеленского. На плакатах были надписи «Преступник», «Украина не свободна от коррупции», «Кому война, а кому коррупция» и другие. В то же время сам Зеленский озвучил новое решение. Банковая заявляет о перезагрузке госпредприятий в отрасли энергетики. Зеленский потребовал начать тотальную проверку финдеятельности, а также провести кадровую чистку. События затронут уже печально известный «Энергоатом», «Укргидроэнерго», оператора газотранспортной системы Украины и «Нафтогаз». Также поручил правительственным чиновникам быть в постоянной и содержательной коммуникации с правоохранительными и антикоррупционными органами. На любую выявленную схему в компаниях должна быть и будет оперативная и справедливая реакция. Полная прозрачность и чистота процессов в энергетике – это абсолютный приоритет. Параллельно с этим в украинских соцсетях завирусилось видео советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, который назвал коррупцию неотъемлемой частью современной экономики, добавив о том, что важно, как страна на это реагирует. Украина, по его мнению, жестко. Коррупция, к сожалению, является неотъемлемой частью. Еще раз подчеркиваю, к сожалению, неотъемлемой частью современной экономики. И независимо от того, живете ли вы в демократических странах или в авторитарных, такие случаи постоянно появляются. И постоянно возникает вопрос, насколько быстро и насколько конкретно государство реагирует. Считаете ли вы реакцию Украины жесткой на то, что произошло? Если да, то почему? Если нет, то что бы для вас считалось жесткой реакцией? Друзья, как всегда, интересно ваше мнение. Комментарии открыты для дискуссии. Пожалуйста, пишите. Кого не затруднит, прошу поставить лайк. Вы помните, это важно как для меня, так и для алгоритмов. Не забывайте подписываться, а я продолжаю.
Угроза жизни президента и план по покушению. Спецслужбы подняты по тревоге. Автора поста в соцсети, который угрожает пистолетом и обращением к президенту, уже ищут по всей стране. Польша на ушах. Вокруг президента Кароля Навроцкого разгорелся скандал. Под фотографией главы государства с матча Польша-Нидерланды появился комментарий, который стал причиной молниеносной реакции всех служб. 3 слова: «До встречи, Каролек» и прикрепленное фотооружие. Повод для масштабного расследования. Запись была удалена после того, как вызвала общественный резонанс, однако ее скриншоты продолжают распространяться. Полиция официально заявила, рассматривает угрозу всерьез. В канцелярии президента заявляют, что подобные угрозы поступают регулярно и являются частью систематической кампании давления. Об этом пишет издание «Жечь Посполита». Это не первая такая ситуация. После выборов таких угроз было множество. Это результат накручивания спирали ненависти в отношении президента Кароля Навроцкого, попытка подорвать эту президентскую каденцию и поставить под сомнение позицию президента с первого дня. В Варшаве считают, что главным центром, подрывающим деятельность Навроцкого, может быть группа хейтеров, называющая себя «Сильные вместе». Аккаунт, с которого был размещен этот пост, также был обозначен как «Чильни разом». Охота на F-16 и удары по аэродромам. Российские войска пытаются уменьшить авиапарк Украины. Одной из главных целей являются дефицитные для воздушных сил страны иностранные F-16. В Украине опубликовали интервью авиатехников, которые обслуживают эти истребители. Мужчины признаются, ракеты и дроны летят на аэродромы. Бывали такие ситуации, что даже после того, как мы выпустили самолет, над нами пролетал шахед, и мы буквально успевали забежать в укрытие, и уже в 100 метрах от нас был взрыв. Наше дело – это быстро и слаженно выпустить самолет, посадить в него летчика и спрятаться в укрытие. Украинская СБУ заявляют, что на днях арестовала парня в Хмельницкой области, который расставлял фотоловушки, которые должны были фиксировать пролет авиации. Главной задачей фигуранта было отследить место базирования, количество и графики вылетов украинских боевых самолетов. В то же время на этой неделе Россия запустила ракеты «Кинжал», которые, по данным украинских мониторинговых каналов, летели точно на Хмельницкую область. Там находится один из самых известных военных аэродромов – в Староконстантинове. Это информация из открытых источников. Россия при этом заявляет об атаке и нанесении ударов по местам вероятного базирования F-16 в ответ на последнюю информацию о попытке Украины угнать российский МиГ. Киев отрицал проведение такой спецоперации. Российские военные также атаковали аэродром Староконстантинов, где размещены самолеты F-16. ВС ВСУ не подтверждали потери, при этом отмечу, что согласно официальным данным, Украина с начала войны потеряла уже как минимум 4 самолета F-16. Но теперь есть еще одна цель – наземная. Охота России началась на украинские локомотивы. В Украине уже оснащают поезда системами РЭП и создают специальные группы ПВО из железнодорожников. Об этом пишет The Guardian. В Украине заявляют, что если и дальше ВС РФ будут наносить удары по локомотивам, то может наступить момент, когда пути останутся целыми, но запускать по ним будет нечего. Цель такова. В такой большой стране, как Украина, железные дороги жизненно важны. По данным Государственной службы статистики, по железной дороге перевозится более 63% грузов, включая зерновые, и 37% пассажиропотока. Военная помощь иностранных государств также часто прибывает поездом. Внимание, с Покровска переместилось на юг страны. Украина в 3-й раз за последнюю неделю заявляет о выводе части войск с позиций из-за штурмов России. В связи с перегруппировкой боевых порядков, изменением конфигурации линии боевого соприкосновения, а также с целью сохранения жизни военнослужащих произошел вывод наших подразделений из населенного пункта Нововасильевская на более выгодные для обороны позиции. В украинских соцсетях также уделяют внимание ситуации на юге страны. Прогнозы для Украины даются неутешительные. Известный блогер, активист и волонтер Стерненко уже пишет о катастрофе и развале обороны. При этом постит записи украинских журналистов, которые уточняют, что российские войска смогли прорваться на некоторых участках на 10 километров в тыл ВСУ и высадить десант. Не замечать этого – преступление. Молчать – преступление. При имеющихся обстоятельствах и без глобальных изменений на уровне не только военного управления, но и политического подхода к оборонительной войне, вопрос, когда российские танки въедут в условное Запорожье или Днепр, лишь вопрос времени. Наша оборона разваливается. Под ошеломляющую тишину об этом. В России же заговорили о победе. Ее называют мечтой для россиян. Парни сегодня на передовой защищают тот самый наш суверенитет и право выбора с оружием в руках, рискуя жизнью. То мечта у нас у всех сейчас одна – победа. Скорейшая победа, одна большая на всех.
И теперь к другим событиям. Жительница Египта пришла на УЗИ и узнала, что беременна 9. Об этом сообщает Аль-Арабия. Новость стала шоком для женщины и ее мужа, но не меньше удивились и медики. По словам акушера-гинеколога, такая многоплодная беременность – это большая редкость, но у нее есть объяснение. Врачи считают, что женщина чересчур увлекалась препаратами для стимуляции яичников, нерегулярным образом или без строгого наблюдения специалиста. Эти препараты стимулируют яичники к выработке более чем одной яйцеклетки за цикл. Вероятно, что женщину будут спасать. Врачи говорят, что современная медицина предлагает сокращать число эмбрионов с помощью специальной процедуры, чтобы защитить здоровье матери и обеспечить лучшие условия для роста и развития оставшихся эмбрионов. Олимпиада по уборке в американском Лас-Вегасе. На днях состоялось необычное соревнование. Его участниками стали команды уборщиков и горничных из крупных отелей города. Конкурс «Заправка кровати на скорость», пишет Нью-Йорк Пост, безусловный фаворит публики, которая пришла поглазеть на странную Олимпиаду. Также команды соревновались в мытье полов швабрами и на специальной машине пылесосили на скорость ковры и даже сматывали на время шнур от пылесоса. Победившей команде вручили медали. В то же время самое грязное место в квартире – это не унитаз, уверяет профессиональная уборщица из США Бейли Карсон. Самые грязные предметы в наших домах – это те, на которые мы часто не обращаем внимания, уверяет женщина. В первую очередь напольный коврик в ванной комнате. Каждый день, приняв душ, мы мокрыми ногами наступаем на коврик, поясняет Бейли. Влага накапливается в ткани, натуральной или синтетической, и со временем, если коврик не мыть, в нем заведется плесень. Уборщица советует стирать коврик раз в 2 месяца в обычном тазу или стиральной машине и обязательно сушить на свежем воздухе. Согласны ли с американкой и ее наблюдением? Дорогие женщины, прошу вас ответить на этот вопрос в комментариях. И всем спасибо за просмотр, хорошего дня. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.